Hey, yo. Здрасте. Hey, yo, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха, канал Hard Play. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Реликтовые ящеры. Лохнесское чудовище. Самый ленивый не знает про существование или фейковое существование этого ящера, который время от времени появляется на поверхности озера Лохнесс и пугает всех своим присутствием. Кстати, одно из, по-моему, самых первых свидетельств, очевидцев, было вообще там так заморочено, что якобы оно даже вылезло на дорогу и прям ползло, и чувак потом нарисовал его якобы вот где-то примерно в таком виде. Байка, вымысел, сказки, не сказки. Сегодня обязательно посмотрим версию, теорию Утопии Шоу нашего друга, замечательного канала, который мы совсем недавно с вами начали смотреть, но вы его полюбили и приняли как родного. Топа, здравствуй, мой хороший. Всем приятного просмотра, всем приятного чаепития. Кто там кушает и не кушает, короче, вы все знаете. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочку на оригинал найдете внизу в описании. Поехали! Лохнесское чудовище существует ли? Сразу же поставь на паузу и напиши в комментариях, существует или нет, сказки или вымысел. А в самом конце видеоролика, те, кто досмотрит, я скажу свою версию и теорию существования лохнесского чудовища. И, кстати, я очень много в свое время читал и начитался огромное количество теорий, почему его никак не могут найти. Погнали! Сегодня ты узнаешь секрет озера Лохнесс и почему я не тупой. Кстати, очень приятно посмотреть, как человек начинал. Чтобы вы понимали, этому ролику уже 6 лет. Одно из самых первых видеороликов, если я не ошибаюсь, на канале Утопия Шоу. Сейчас, наверное, молодой будет, красивый. Красивый, 100%, как я. Да. Ой, ну как сказать, как я, конечно. Как я, только один такой скромный, красивый. Ну да. Ну да. Скоро лето, а значит вы поедете купаться на озеро. Только на озеро Лохнесс, а то вы будете купаться со своей девушкой, и она такая: милый, это ты так рад меня видеть? На самом деле это голова огромного чудовища, он вас жрет нахер. Я не буду шутить над названием этого озера. Я же не какой-нибудь лох. Так. Наукообразное название Nessitera rhombophthirax, что Кого? с греческого значит чудовище Несси с ромбовидными плавниками. Первый раз слышу. Городская легенда, согласно которой в шотландском озере Лохнесс обитает С 1933 года, если я не ошибаюсь, пошла эта легенда. По-моему, ошибаюсь или не ошибаюсь, не знаю. большое чудовище. Лохнесское чудовище. Или Несси. Миленько так. Несси, Несси. Почему, интересно, именно Несси назвали? Пиш. По преданию, первыми, кто поведал миру об этом чудовище, стали римские легионеры. Знаете как? Местные жители увековечивали в камне всех представителей шотландской фауны. Даже это. А римляне такие смотрят и понять не могут. Ну, сошлись на мнении, что чудовище. Первое письменное упоминание сделано в жизнеописании Колумбы. Ха, тупой. Надо говорить Колумба. Нет, я не тупой. Колумба – это ирландский монах, проповедник христианства в Шотландии. И он не открывал Америку. Сказано, что Колумба вышел к озеру Лохнесс и увидел, что там хоронили какого-то дядьку, который наплавался в озере и был побит этим чудовищем. Монтаж божественный. Вот что значит ударить. Рядом стоял парень, и он прыгнул в воду, чтобы доплыть до лодки и пригнать ее к берегу. Но из воды поднялся огромный зверь, наподобие лягушки, только не лягушка. Колумба такой стоял, смотрел на все это, а потом отогнал зверя с помощью молитвы. Конец. Постепенно, по всем описаниям, люди начали представлять себе, как выглядит это чудовище. О, носок. Лондонский врач Кеннет Уилсон утверждал, что сфотографировал чудовище случайно, когда путешествовал. Был 1934 год. Люди были доверчивы, наивны и не знали, что на самом деле Уилсон падла, а сдали его два сообщника. В общем, главные фото Несси – фейк. Зато сонарное исследование выявило, что на большой глубине этого озера обитают огромные объекты, способные самостоятельно подниматься, плавать и так далее. Но что это такое, пока никто не выяснил.
В 2007 году Гордон Холмс решил разместить в озере микрофоны и исследовать звуковые сигналы. Он заметил движение под водой и тут же достал камеру. Там озеро знаете какое? Там ни хрена не 2 метра озера. Там озеро такое, что там, мама, не горюй, там устанешь его искать. Кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, крупнейшее по запасам пресной воды и, по-моему, в Великобритании, то ли еще где-то. А какое озеро самое крупное по запасам пресной воды в мире? А? Не знаешь? А я знаю. Напиши в комментарии. Если не знаешь, так и напиши, не знаю. И заснял, как голова этого существа иногда вылезает на поверхность. Специалисты подтвердили, что фильм подлинный. 15-метровое существо двигалось со скоростью 10 км в час. Но эта пленка не считается убедительной. Почему, спросите вы? Потому что у ученых появилось мнение, что это мог быть гигантский жук или червь. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. То есть 15-метровый червь это, блядь, нормально. Это же не лохнесское чудовище. Даже Google увидел это нечто. А нет, это лодка. Почему люди не верят в эту легенду? По качану. Количество биомассы в озере недостаточно, чтобы прокормить такого пузатенького монстрика и всю его семью, ну если она есть. А Шотландия в бородатые времена покрывалась ледяной коркой, а ученым неизвестны животные, которые могут выжить в таких условиях. С другой стороны, те, кто верят, говорят, что Несси выплывает через подземные тоннели в море и резвится там со всякими кракенами, а на отпуск плавает в Бермуды. Отели очень хорошие деньги зарабатывают на туристах, желающих увидеть это чудовище. Возможно, Несси когда-то и существовал, но не просто же так легенды пишут. Мне хотелось бы верить, но так как нет ни одного доказательства, верится с трудом. Всем пока. Топ, ты же обещал. Да помню я, блин. У моего брата есть еще одна теория. Он предположил, что, возможно, в мире существует временная дыра. Таким образом, появляются такие существа, как лохнесское чудовище, снежный человек, и сразу исчезают, поэтому никто и не может их найти. Знаешь, в голове как-то звучало лучше. Знаю. Всем пока. Давай. Красава. Ну и, как и обещал, расскажу свою теорию вообще и догадки, наверное, на тему того, существует лохнесское чудовище или нет. Друзья мои, ну смотрите, то, что это приманивает туристов, это факт. Вокруг каждого замка, вокруг каждого какого-то места, где есть отели, либо где отдыхают люди, нужно создать легенду, чтобы туда ехали со всего света в поисках этого лохнесского чудовища, либо еще какого-нибудь чудика, который плавает или там ходит по какому-то зданию там, или, я не знаю, по земле. Но есть тогда куча вопросов. Откуда такое количество свидетельств? Опять же, фото нет, ничего нет. 21 век на носу, господа. Где чудовище? Нет. Чудовище где? Чудовище нет. Чудовище не видно его. Почему? Потому что, скорее всего, его не существует. Но, по-хорошему, наверное, может быть, оно когда-то и было. Вы знаете, наверное, верю в то, что оно когда-то было что-то подобное, может быть, даже в этом озере. Но, может быть, и живет где-то в подземных пещерах, может быть, еще что-то, но... Тогда вопрос ко всем. Все классно, все здорово, и сейчас бы я, наверное, сказал то, что да нет, его не существует, лохнесского чудовища. А как вы тогда прокомментируете то, что вообще по миру существует огромное количество догадок о том, что в том или ином водоеме существуют подобные чудовища? Рассказывают, как местный оленевод привязал оленью упряжку к какому-то бивню, торчащему из тонкого льда. И пока разводил костер, на берегу услышал треск. Бивень закачался, лед развалился, и что-то огромное увлекло оленей в пучину. Именно подобные, и они безумно схожи с лохнесским чудовищем. Большего, меньшего размера, но люди видят, фиксируют на фото, на видео. Я не знаю, подлинные, неподлинные фотографии, но факт остается фактом. Я вам больше хочу сказать, что даже в древней мифологии тех или иных мест, то есть где локально расположено место, также есть, существуют такие места, где видели или слышали, что когда-то было там такое. Поэтому тайна пусть, наверное, останется тайной. Наверное, это дело ученых. Когда-то кто-то сфоткает, если это существует. Но на сегодняшний день я больше склоняюсь к тому, что это просто легенды, которые созданы для привлечения людей в эту прекрасную локацию. Ну а с вами был Леха, Hardplay. Удачи вам, ребята. Берегите себя.
Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.